Платье, которое спровоцировало бунт. В прошлом видео я показывала вам послойность платья а-ля шемис, то есть платье-рубашки. Именно о нем сегодня и пойдет речь. Итак, на дворе 1780 год. Французская королева Мария Антуанетта подустала от придворной жизни и переезжает за город, в свой дворец, который называется Малый Трианон. И там она ведет, я бы сказала, пасторальный образ жизни, то есть сельская жизнь, какой ее представляет знать. Пасутся овцы, гладим лошадок, собираем вымытые яйца. Где устроила себе такую игрушечную ферму. И где создала моду, которую позже подхватит вся Европа. Существует несколько версий. Думаю, в истории есть место каждой из них. В XVIII веке появляется классицизм. Направление в искусстве, философии, литературе, да и всем в чем угодно, которое призывает вернуться к простоте, естественности и природе. Возвращаемся к нам во дворец. В Малом Трианоне любил потусить Жан-Жак Руссо, философ того времени, который тоже продвигал эти идеи. А Мария Антуанетта с ним дружила. А когда мы с кем-нибудь дружим, нам часто становятся близки идеи этих людей. Во-первых, Мария Антуанетта известна тем, что заказывала дорогущие шмотки. А на шмотки шли французские налоги. Потому недовольство этим делом росло с каждым новым платьем королевы. Так что в 80-х годах 18 века она то ли решила хайпануть на философии, то ли стала демонстративно отказываться от роскоши, но придумала платье поскромнее. Нижняя рубашка. Запомните, как она выглядит, это важно. Корсет. Искусственная жопка. В то время и по сей день ее так и называют – фальшивый зад. Она могла быть разного размера, разной формы, таких подушечек могло быть 2 или 3, и они придавали нужный силуэт платьям того времени. Ну и сидеть на них помягче, да. Подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы не пропустить обзор этого изобретения. Но снова никому не угодила, потому что такое платье могла себе позволить только очень богатая женщина. Почему? Во-первых, эти платья были белого и других светлых тонов. То есть это платье постоянно нуждалось в стирке, либо его было нужно очень часто менять. Во-вторых, эти платья шили из очень тонких, легких, почти полупрозрачных тканей, таких как шелк, батист, муслин и другие. И в то время такие ткани стоили бешеных денег. Итак, что же мы видим? Почти нет декора, разве что эксперименты с формой рукавов и воротниками из оборок. Сочетать такое платье можно было со шляпками, разноцветными поясами, жемчугом и медальонами, про которые я рассказывала вот в этом видео. Состояло оно, по сути, из куска ткани, собранного в складке. Революционная простота кроя. И самое важное, оно было белым, и оно было прозрачным. Ничего не напоминает? Святые партняшки, это же нижнее белье! Именно из-за этого оно очень напоминало нижние рубашки своего времени. Возможно, это был просто очень изящный стёб, но, увы, это зашло слишком далеко. Когда королева берет какую-то моду, ее перенимают придворные. Придворных видят их слуги. Слуги сплетничают с селянами и торговцами. В результате все знают, но это не точно. Так вышло и в этот раз. И в народе это платье окрестили рубашка королевы. Теперь в глазах народа Мария Антуанетта была не только транжирой, но и порочной женщиной, но никак не женой помазанника Божьего. Поэтому, когда ее портрет в платье рубашки, или, как его называют, платье шемис, выставили в парижском салоне, это стало одной из последних капель в чаше народного терпения. Так королева еще больше настроила народ против себя. И хотя картину из галереи убрали, заменили на более приличную, а знать еще успела понаслаждаться модой легких удобных платьев, через несколько лет началась Великая Французская революция, и Мария Антуанетта, как и многие другие, были казнены. И все-таки забавно, что именно это платье, которое сначала так возненавидели французы, в скором времени возродится по всей Европе под видом платья ампир, в котором будут щеголять и куртизанки, и сестры Наполеона, и герои романов Джейн Остин. История циклична.